Отсюда Маточкина встречает. Нет, солдат, иди отсюда, ступай. Товарищ Рябченко, Михаил Родионович, дорогой вы наш генерал, с приездом вас. Спасибо большое. Рад. Очень рад. Да. Ну что, товарищи, на Ялту? Так точно. До встречи в Ялте. Ну, ведите, показывайте. Я хотел вам сказать. Сидите, товарищи, сидите. Ну, только хотел сказать, вот не спеша и не опаздывая. Все точно по графику мероприятия. Это у нас по графику мероприятий, товарищи? Давненько я морского воздуха не нюхал. Все-таки не торопясь и не опаздывая. Как говорили римские полководцы. О, товарищ капитан, доброго дня вам. А мы думали, что вы в Ялте на похоронах у товарища Фонариотова. Был я там, Петруша. Ленту траурную от комендатуры привез. Вот беда. На фронте пуля не достала, а тут такой коварный случай. Такое... Петруша, шел бы ты, а? Я тут даму замужнюю встречаю. И не хочет она, чтобы у рандеву нашего свидетели были. И вообще, не трепись ты о нашей встрече. Все понял. Ухожу. А вы не видели, героя Советского Союза на лечение прибывает? А меня поручили встретить его. А у товарища Филонова машина под завязку. Все понял. Ухожу. Осторожней, солдатик. Простите, пожалуйста, а вы не герой Советского Союза, товарищ Маточкин будете? Я? Рядовой Холодов. Мне поручили встретить вас. Пойдемте. Я запросил сводку чрезвычайных ситуаций, произошедших на полуострове за 1,5 последних месяца. В общем-то, ничего необычного. Грабежи, 2 изнасилования, нападения на пропускные пункты. Банды шалят. Состав разношерстный. Дезертиры, бывшие пособники. Они теперь в горах прячутся. Их оттуда просто так не выкуришь. Особенно банду Гольца. А с Коктебелем у нас связан только один случай. В ночь с 31 на 1 разбился корреспондент газеты «Красный Крым» на своем мотоцикле. Лопнуло колесо и несчастный случай. Вроде как никакого криминала. Проверить нужно. Все, что происходит в этом поселке, сейчас под особым вниманием. Я на всякий случай позвонил в Ялту майору Григоряну.
Меня зовут Ашот Саракисович. Я по поводу Фонаретова. Борис Ефимович умер. Похоронили уже его и даже помянули. Вы по какому делу? Я здешний главред. Тизиков моя фамилия. Покажите меня в рабочее место. Пойдемте. Ногу ранения, товарищ Герой Советского Союза? Да нет, у меня с детства. Меня из-за этой хромоты чуть не забраковали на командирских курсах. Ничего, процедурный курс пройдете, про ногу забудете. У нас на озерах грязь расчудесная. Грязная-грязная. Так что от всяких суставных хворей лучше нет. Грязь, говоришь? Угу. Как звать солдатика? Товарищ Герой Советского Союза. Да иду. О, товарищ Филонов, здрасте. А я вот пополнение везу. А что это мы такие стыдливые? Я, конечно, извиняюсь. Ну, так-то неудобно перед героем Советского Союза голыми сиськами трясти. А меня это не смутит. Капитан Матушкин. Старший лейтенант Филонов. Старший лейтенант Кошкин. Старший лейтенант Филонов. Очень приятно. Я, конечно, извиняюсь, но я вас не могу пригласить в свою машину. Вы же видите, у меня кузов под завязку. А в кабине вон почтальон Тышлев. Это поглавнее боеприпасов будет. Не правда ли, товарищ? Вот здесь он и работал. Вы знаете, по-моему, здесь кто-то был. Я сегодня утром прямо перед панихидой в Борькин кабинет зашел. Зеркало завесить, примета есть такая. Тут пылище было, с палец. А теперь будто после уборщицы. Скажите, а на панихиде много людей было? Немного. Боренька нелюдимый был. Кстати, я немножко фотографировал. Спинки не надо, чё? Следующее КП через 30 километров. Дорога хорошая. Всяческих удач, товарищ Рябчик. Эх, душечка ты моя, пампушечка, досталось тебе вчера, да? А нечего было так по бабе на меня глядеть. Эх, как бы не война. Жил бы я себе, жил. Руководил бы таксопарком, Санечку с Ванечкой на авто бы катал. Да.
Тебя бы под ручку в кино водил. И на демонстрацию. Колесом прокатилось по мне военное время. Вывело из меня дух своей грани, присыпочек младенческих, варенье с косточками. И нет у меня к тебе возврат. Нет. Сволочь я! Осознаю и понимаю, сволочь! А поделать с собой еще не могу. Вот. Вот так. Вот так. Петруха. Дрянь, сволочь. Уехал, бросил меня. Сволочь и дрянь. А я ж такой воску хороший берешь, Петруш. Я как не возьму, обязательно дрянь какая. А у тебя, Петруха, рука, видимо, легкая. О, Вайка, сучья дочь, ты что со мной наделала, а? Ты же всю кровь из меня выпила, а щелочью ядовитой жилы наполнила. Сергей Варламович, а спальные апартаменты товарища Рябченко прикажете портретом Иосифа Виссарионовича украшать? Да. Украшать? Да. Нехороший какой-то вид у вас. Ну да. Нехороший. А вот и наше передвижное средство. Груз приняли. Предметы обихода, шелк для парашютной фабрики. В общем, все то, что товарищу Филонову не влезло. Заезжай, генерал. Вольно, майор, вольно. Доложите обстановку. Погибший Фонариотов Борис Ефимович, 1905 года рождения. Родился и жил до войны в городе Липецк. Работал в советских организациях. В 1928 году был осужден за потерю каких-то бумаг. В 1935 году осуждение было снято. От военной службы был освобожден из-за плохого зрения, но на фронт все-таки ушел в качестве военного корреспондента. Участвовал в обороне Севастополя. В 1942 году был ранен и отправлен на Большую Землю. С июня 1944 года работает в издании «Красный Крым». Все, товарищ генерал. Во время панихиды никто из запрошенных красного уголка не покидал. За исключением этих двух. Взгляните. Капитан и человек в черной шляпе. Насчет человека в черной шляпе ничего сказать не могу. А вот капитан, сотрудник редакции, старший лейтенант Белозерский, видел его выходящего из двери погибшего. Якобы случайно перепутал двери. На панихиде он долго не задержался. Оставил цветы и исчез. Мой человек съездил на кладбище и разыскал эти цветы. Взгляните.
Это от замначальника Коктебельской комендатуры капитана Сапега. Фото размножите. Есть, товарищ генерал. Уже размножено, роздано военным комендантам и милиционерам. Вольно. Santa Maria Mater Mei, ora pro nobis, passatoribus nunc, et in hora mortis nostra. Amen. Ich will beichten. Я хочу исповедаться. Natürlich, mein Sohn. Конечно, сын мой. Ich höre zu, mein Sohn. Слушаю тебя, сын мой. Ich muss einen Menschen umbringen. Я должен убить человека. Das ist eine große Sünde. Это великий грех. Aber ich kann nicht anders. Но я не могу поступить иначе. Für Mord gibt es keine Entschuldigung. Убийству нет оправдания. Die Kluft meiner Reue ist tiefer als die meines Falls. Пропасть моего раскаяния глубже пропасти падения. Ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Разве бывают люди с крыльями? Не бывают. А значит, мы нарисуем тут парашютистов, летчиков, самолеты. И будет здесь Дом культуры «Авиатор». По вечерам здесь музыку будем играть. Ха! А это органист местный. А, кстати, папаш, сыграйте нам что-нибудь на этой бандуре. Это не совсем возможно. Немцы готовили орган к вывозу и повредили. Вот гады. Ну ничего, папаш, по учению Ленина-Сталина все состоит из винтиков. Так что любую бандуру отремонтировать можно. Превратим культовое сооружение в культурное. Вечером физическая культура, утром музыкальная. И вообще, товарищи, восстановим наш родной Крым, чтобы был еще краше прежнего. А это что за бандура? Это исповедальня. Ну и прекрасно. Перекрасим. Была исповедальня, а будет раздевальня. Ну что там у нас дальше еще по плану? Портовое сооружение. Так, ну только, товарищи, давайте без задержек. Мне сегодня еще надо в Коктебель нагрянуть.
проверить, как там организовано санаторное лечение, да повидать боевого товарища. Михаил Родионович, а откушать с нами мы так готовились. Эх, товарищи, ну, слушай, давай только укоротим программу банкета. А все объедочки мне в корзину. Будет сделано. Патер Венцель! Стоять! Стоять, я сказал! Мы с вами словно птицы в небесах, товарищ Кошкин. Парим над облаками, в подушках и шелках. Здесь же в небесах и кушаем, чем Бог послал. Только уши закладывай. Сглатывай почаще. Если я чаще сглатывать буду, тушенка быстро закончится. Ой. Гражданин, сдавайся, ты окружен, сопротивление бесполезно. Почему он молчит? Может, ушел? Не мог. Он, когда из костела выбежал, на патруль нарвался и в подъезд шмыгнул, в 4-й квартире засел. А патрульные ребята опытные. Входы и выходы взяли под прицел и подмогу вызвали. Неподалеку от костела бесхозный Виллис найден с коктебельской пропиской. Так что, товарищ генерал, судя по всему, Сапега здесь. Команду штурмайор. Есть. Ну что, гад, дрова везешь? Это, на этом самом месте 1 ноября лейтенант Фонариотов того. Так это мотоциклет товарища Фонариотова и есть. Ну, то есть не его, а редакция газеты «Красный Крым». Теперь Саша Белозерский на его должности. Вот ему агрегат и это наследство достался. И судьба, наверное. Нема Сашки. Может, там, на самом донышке, Ромка справляется, старуха с 40-вины свои. Надо в Коктебель быстрее ехать. Начальство известить. Так проще назад вернуться. Там и товарищ Сапега в Ялте. Хотя он в Симферополе на рандеву отправился. Вместо похорон. Стоять! Здравия желаю, товарищ Белозерский. Добрый день.
Русклова, Даша! Русклова! О, треплю. Вилки! Держи, кушай. Брат-ка мой, выходит живой. А мы его год как схоронили. Понимаешь? Спасибо, спасибо. А чего вам не пишет, товарищ Тишлер? Вы же у нас по документам женаты. Мои письма на почте. Вам на ингаляцию нужно. Запишитесь, это поможет. А насчет писем я счастлива. Я когда в институте училась, так меня всегда посылали на почту. Сеня, Вилкин, Вилкин, тебе письмо. Письмо тебе. Это от Саши. Сергей Варламович, а вам там тоже письмецо из дома. Дорогой Сенечка. А у меня, представляете, по рассеянности бензин закончился. Я так хотел в Коктебель побыстрее уехать, что даже в бак не заглянул. И еду, и вдруг раз, и все, и стоп. И я так испугался вначале, потому что как раз на этом же самом месте тормознулся. Потом как-то посмотрел, хорошо. Да, я думаю, пойду цветов наберу. А по какой причине вы направляетесь в Коктебель? По личной? Нет, почему? Я должен очерк написать о санатории. Как отдыхающие встретили праздник октября. Слушай, а про какие сороковины Петруша говорил, а? А вы что, не знаете? Тут какая-то бабка жила, гречанка. Говорят, то ли она бедная. И главное, на утро приходит похоронная бригада. А от дома ее, то есть буквально камня на камне не осталось. И от старухи от этой самой вообще ни косточки, ничего. А старушки, наверное, как-то по-особенному горят. Они ж сухенькие. Только говорят, что потом видели ее в молодом виде и нагую. Все эти видения голых и одетых, это все от безбабья. Почему от безбабья-то? У нас здесь много девушек. И на винзаводе, и на парашютной фабрике, и красивых много. А одна даже очень красивая есть. Сапега.
Смотри. Форма похожа, можно сказать, точно такая же, только буквы разные. Да. Здравствуйте, товарищи. Сидите, отдыхайте. Это же убрать не уберешь. Товарищ Левченко скажут, Рымаков немцев перещеголял. Фрицы монумент снесли, а я до постаменту добрался. А оставить как есть? Это же совсем неприятные вещи пришить могут. Не уберегли! Не уберегли! Дали врагу надругаться над святыней. Что вы? Мне покойный товарищ Христозополу рассказывал, что на этих ногах раньше товарищ Троцкий стоял. Сволочи! Шпион? А когда Ивана Давидовича в 27-м осудили, районный совет решил на этих ногах товарища Сталина увековечить. Вилкин заказ исполнил. Только когда пожар на юнкерской даче случился, старик обгорел сильно. Но изваяние спас. Вот как! Вот. А перед приходом немцев Вилкин с товарищем Христозополом монумент куда-то упрятали. А товарища Христозопола на Байдарской Ялте подстрелили, а Вилкин сбрендил. Так что, боюсь, тайна местоположения изваяния покрыта мраком лет, как могила Александра Македонского. Кого? Македонского Александра.
А что это Вилкин сбрендил? Да говорят, его немцы терзали здорово. Да, искали на статую, чтобы надругаться. Вот он и до того. Вот же гады. И какой героический наш народ. Скорее сбрендит, а тайну врагу не выдаст. Вот. Леопольдович, но нам все равно необходимо найти изваяние. Понимаю. А то же совсем аполитичная штука получается. Вот. Предлагаю лозоискательством попробовать. Лозоискательством попробовать. Здесь осетин весь один знающий. Он неделю тому назад с палочкой почку ракии нашел, чтоб болгары заныкали, а он нашел. С палочкой. Леопольдыч. Что? Ты в своем уме? Пока. Товарища Сталина искать с лозой, как бочку ракии. Вилкина надо трясти. Он хоть и сбрендил, но он же советский человек. Вилкина надо трясти, вот. Да, правильно, согласен. Слоночка, а ты совсем пустой? Совсем. До зарплаты 2 недели. И мне папаша в помощи отказал. А что так? Не знаю. Кляузничает ему кто-то. Может, крыса тыловая, да? И жатва у него, и денег, наверное, куры не клюют, да? Да. И марафет, и спирт. Здравствуйте, Валентина Аркадьевна. Месяц назад, когда закончился срок вашего лечения, вы попросили меня изменить диагноз, чтобы годность строевой на нестроевую заменить. Я из уважения к вашим орденам пошла на должностное преступление. Я вам очень благодарен. И чем вы ответили? 20 литров перерасхода спирта. Это при том, что я не получила даже нормы. Валентина Аркадьевна, ну вы же знаете, спирт – это соединение летучее. Он мог и испариться. А по накладным все в порядке. Склянка в склянке. Банка в банке. Портянка в портянке. Как в аптеке. Вот же провались, а? Одни сокращения. И чтобы написать четко и конкретно. Намереваю встретиться с Ивановым, Петром, Сидоровым. А тут стр с В. Еще за ним В. И ост. Ост. Оставить что-то у Д. А что, Саркисович, пусть Рощин в первую очередь займется этими двумя В и Д. Понял. Как только выйдет на связь, сразу передам. А сегодняшний день у покойника должен был быть насыщенным. Сплошные цифры, по всей видимости, обозначающие время. 8:00 В, 8:30 С, и так почти до 24:00. 21:00 Б, 22:00 банк. 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 Есть в городе банк? Банк? Нету. Вот так всегда. А у завтрашний день почти понятно. Покойник собирался взять отгул и поехать на ЮБШ-4. Я, чтобы взять отгул, сократить, а ЮБШ-4 написать полностью. ЮБШ, говорите? Это Южно-Бережное шоссе, дом 4.
А что у нас на ЮБШ-4? Сейчас узнаем. Странный он парень этот Фонаретов был. Вроде бы собирался писать книгу о последних днях обороны Севастополя, а подборка газет и журналов исключительно за декабрь 27-го, январь-февраль 28-го года. Да. Причем газеты совершенно разные. От «Правды» «Известия» до «Красного спорта», «Пионерской правды» и «Советов огородникам». Гляньте. Статейки вырезал. Интересно, что за статейки его интересовали? Они пишут в газетах краткого содержания. Товарищ Сизиков, вы еще не ушли? Зайдите ко мне на минуту. Откуда здесь эти газеты оказались? Уж не знаю, почему Боречка просил, кто на Большую Землю ездит, привозить газетки. Ну, знаете, в редакциях всегда куча подшивок валяется. А почему только за 27-28 годы? Его что-то конкретно интересовало? Не знаю. Он не объяснял. На ЮБШ-4 находится завод контора лекарственных растений для аптечных нужд. Заглянуть туда нужно будет на досуге. Я смотрю, здесь ни одной крымской газеты. А что, другая пресса не интересовала? Интересовал. Еще как интересовали. Только ее ж днем с огнем не сыщешь. Понимаете ли, группенфюрер Айван Слепен, ну, который во время оккупации руководил полицией и СД всей Таврии, был сыном бумагопромышленника. Ну, и решил поддержать семейный бизнес. Когда немцы вошли на полуостров, сразу же открылась целая сеть пунктов для сбора макулатуры. Ну, и люди тащили все, чтобы получить пару марок на пропитание. Если на Чехова и Тургенева рука не всегда поднималась, то газеты тащили все, никто их не берет. Глянь. Сеня! Сеня! Ничего себе домина! А? Говорят, красивая была, пока в 28-м годе не погорела. Нехороший это дом. Совсем нехороший. Только Вилкин здесь и может жить. Сеня! Ты чего спрятался? Это же я! Веня! Вообще любитель пропадать. Пойду в доме поищу. А? Поищи, поищи. Сеня! Вилкин! Эй! Кто там? Я спрашиваю, кто ты?
Батюшки, это же Липецкое дело 28-го года. Его нарочно сильно не раздували. Дело в том, что в 1925 году в Липецке была открыта секретная военно-воздушная база. На ней проходили обучение немецкие летчики. В Германии было запрещено иметь свои ВВС. Вот они у нас на нашей технике-то и обучались. Так эти гады еще и шпионскую сеть обустроили. Крали наши военные секреты, но недолго, накрыли шайку-лейку. Правда, главаря так и не нашли. Раздувать этого дела советская сторона не стала. Мог большой международный скандал случиться. Вот процесс и вышел тихим. 28-й год. Товарищ генерал, Сапега и Фонарётов – земляки, оба из Липецка. Фонарётов работал на авиационном заводе, где в 28 году получил свой срок. А отец Сапеги в это же время был расстрелян как шпион и предатель. Не исключено? Не исключено, совсем не исключено. Какая-то возня на Юнкерской даче. А что за юнкерская дача? Называют ее так. Наверное, какие-то юнкера здесь жили недобитые. Четверо, за мной. О, товарищ Ермаков там. Вам к нему как раз надо. Давай с нами за компанию. Потом саботующих организуем. Не, спасибо. Я ему на глаза не хочу попадаться. Он меня не жалует. До свидания. Ну-ка дай. Ну и что ты слышал? Стон. Страшный такой. Будто кого-то зарезали. Это твои слуховые явления. Все от петрушинских баек. Больше слушай моего ординарца. Тебе еще и Распутин привидится, и протопопа вакуум в горящей избе. Громко справляет старуха с раковиной своей.